Дорогие друзья, всем привет! Сегодня по вашим просьбам готовим торт «Сказка», любимый многими вкус из детства в моей интерпретации. Я сохранила классическую основу торта, но добавила хрустящий слой, который полностью преобразил его текстуру. И чтобы торт выглядел не только ностальгически, но и современно и при этом узнаваемо, я оформила его в виде нарезных пирожных с минималистичным стильным декором. Давайте готовить. Приготовление начнем с бисквита. Для него нам понадобится мука, смешанная с кукурузным крахмалом, яйца, сахар и растопленное сливочное масло. Начинаем взбивать яйца и постепенно всыпаем сахар. Взбиваем на средней, высокой или высокой скорости до значительного увеличения объема. Масса станет очень пышной, воздушной и заметно посветлеет. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. На хорошо взбитой массе венчик оставляет след на поверхности, который держится некоторое время. Просеиваем муку с крахмалом в два этапа. Здесь мы уже работаем без миксера, перемешиваем тесто лопаткой аккуратно, но недолго, только до объединения. Когда вмешалась первая часть сухих ингредиентов, добавляем следующие. Нам важно сохранить объем массы и ее воздушность. Тесто получается вот таким однородным, густым и воздушным. К растопленному сливочному маслу, температура которого должна составлять 40-45 градусов, добавляем небольшую часть теста и хорошо перемешиваем лопаткой вот до такого однородного состояния. И эту массу возвращаем в основное тесто и снова аккуратно вымешиваем лопаткой до объединения. В итоге получается вот такое красивое однородное тесто. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределяем по всей поверхности. Выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 12-14 минут до готовности. Бисквит зарумянится по всей поверхности, но он должен оставаться светлым. Важно его не пересушить, чтобы сохранить его мягкость и нежность. Готовый бисквит переворачиваем, снимаем бумагу и даем полностью остыть. Перед нарезкой я бисквит подмораживаю, так края останутся ровными и не будут сминаться. Нарезаем на 3 коржа. Точные размеры я укажу в рецепте в описании под видео. И посмотрите, какая текстура у бисквита. Он нежный, воздушный, но в то же самое время он тельный и идеально подойдет для насыщенного крема. Теперь приготовим пропитку и хрустящий слой. В сироп для пропитки мы добавим коньяк и натуральную ванильную пасту. Это просто потрясающее сочетание, которое подарит торту непередаваемый аромат и вкус. Воду с сахаром доводим до кипения и растворения сахара. Даем остыть и в остывший сироп добавляем коньяк и ванильную пасту. Если у вас есть, сюда отлично подойдет ром вместо коньяка. Пропитка готова. Для хрустящего слоя нам понадобится белый шоколад, фундучное пралине. Это тот ингредиент, который придаст торту особенный неповторимый вкус. И хрустящая вафля. Растапливаем белый шоколад, смешиваем его с пралине до однородной гладкой пасты. Затем вмешиваем хрустящую вафлю так, чтобы каждый кусочек вафли оказался полностью покрыт этой ароматной массой. И очень вкусный хрустящий слой готов. Пропитываем бисквиты, даем бисквитам постоять, чтобы пропитка хорошо впиталась. И только после этого наносим на один из бисквитов хрустящий слой. Этот бисквит в торте будет нижним. Распределяем его равномерным слоем по всей поверхности. И ароматная пропитка, и хрустящий слой – это те детали, которые сделают торт запоминающимся и выведут его на новый уровень. До сборки торта убираем бисквиты в морозилку. Займемся кремом. Он будет состоять из 2 частей – заварной и масляной. Для заварной части понадобятся желтки, сахар и молоко. Для масляной – сливочное масло, коньяк и натуральная ванильная паста. Примерно треть сахара добавляем в желтки и сразу же тщательно растираем венчиком. Молоко с оставшимся сахаром нагреваем до полного его растворения и появления пара, но не доводя до кипения. Горячее молоко тонкой струйкой вливаем в желтки, постоянно перемешивая венчиком. Сахар в желтках должен полностью раствориться.
Переливаем массу обратно в сотейник и варим крем-англез. Наша задача слегка загустить его, довести до состояния соуса и до температуры пастеризации желтков. Это 82-83 градуса. Я всегда пользуюсь термометром, но ориентируюсь не только на цифры, но и на консистенцию, потому что у термометра может быть погрешность. Варим, постоянно помешивая силиконовой лопаткой. Масса начнет густеть, и здесь главное не пропустить момент. Если температура превысит 82-83 градуса, желтки могут свернуться буквально за секунду. Лучше чуть раньше снять крем с плиты и довести его до нужной температуры остаточным теплом, продолжая при этом мешать. Теперь нужно как можно быстрее охладить крем до 4 градусов. Я переливаю его в плоскую емкость и охлаждаю в морозилке, периодически перемешивая. Объем крема небольшой, и он охладится буквально за полчаса. Вот таким крем становится после охлаждения. Консистенция более густая, но все равно он остается текучим, как соус. Теперь займемся маслом. Наша задача хорошо его взбить до пышной кремовой текстуры. Масло должно хорошо посветлеть и стать воздушным. В результате внешне вы увидите, как оно изменится. Из плотного желтоватого оно перейдет в легкое, воздушное, светлое, как крем. В конце добавляем к маслу коньяк и натуральную ванильную пасту и перемешиваем. Крем приобретет невероятный аромат и глубокий вкус, который проявится в торте. И мы подошли к самому важному этапу – объединению двух частей крема. И здесь два ключевых момента. Первый – это температура масла и заварной основы. Они должны быть примерно одинаковыми. Тогда крем получится однородным, воздушным и шелковистым. Температуру англеза я аккуратно поднимаю на водяной бане. Точные диапазоны температур я укажу в описании под видео. И второй важный момент – вводить заварную основу в масло нужно очень постепенно, маленькими порциями. Жир не может сразу вобрать в себя много жидкости, и если поторопиться, крем может расслоиться, и восстанавливать его потом будет сложно. Каждую порцию хорошо взбиваем до полного объединения и только потом добавляем следующую. И если соблюдать оба этих момента, получится однородный, пышный, гладкий, нежный крем. Сборка торта простая, здесь главное аккуратно и ровно распределить крем. Небольшую часть я откладываю для верха торта и для декора, а остальной крем поделила на 2 равные порции на весах. При необходимости крем можно немного охладить и перемешать для удобства в работе. Готовый торт убираем в холодильник, и пока крем стабилизируется, мы приготовим глазурь и окрасим отложенный крем. Крем я окрашиваю водорастворимым красителем в мягкий розовый цвет, как в классическом торте сказка. И посмотрите, какой он получается. Однородный, шелковистый, идеально подходит для отсадки из мешка. И этот крем я до самого момента декора не охлаждаю, потому что после охлаждения сложнее восстановить его до нужной текстуры. Для глазури нам понадобится молочный шоколад, сливки жирностью 33%, сливочное масло и сироп глюкозы. Сливки вместе с сиропом глюкозы нагреваем примерно до 60 градусов и до растворения сиропа. Шоколад аккуратно растапливаем, я растапливаю на водяной бане. Горячие сливки выливаем на растопленный шоколад и пробиваем блендером до однородности. Добавляем сливочное масло и еще раз блендером объединяем до получения однородной глянцевой глазури. Охлаждаем глазурь примерно до 28-30 градусов, но я ориентируюсь не только по температуре, но и по густоте. Чем глазурь гуще, тем плотнее получится слой. Покрываю только верх, потому что торт пойдет на порционные пирожные. И перед нарезкой охладим торт, чтобы глазурь стабилизировалась, а в это время приготовим стильный современный декор. Вместо кремовых листочков я предлагаю сделать вот такие изящные хрустящие. Они выглядят стильно. Я обожаю этот молд. Именно такие листочки я делала для своего конкурсного десерта в финале в Novikov Space. Для листочков нам понадобится размягченное сливочное масло, мука, сахарная пудра и яичный белок. К муке добавляем водорастворимый краситель и перемешиваем.
К маслу добавляем сахарную пудру и растираем венчиком или миксером до мягкого пластичного состояния. Затем добавляем белок и еще раз хорошо перемешиваем. В конце добавляем муку, перемешиваем до однородного теста. Если вы используете гелевый краситель, тогда добавьте его на этом этапе. Я дополнительно массу прорабатываю погружным блендером, она тогда получается идеальной, гладкой, однородной кремовой текстуры. Перекладываю массу в кондитерский мешок, охлаждаю буквально полчасика и заполняем молды. Равномерно распределяем тесто палеткой, чтобы не оставалось пустых промежутков, чтобы весь узор листочков заполнялся. Переносим молд на противень и выпекаем на 170 градусах около 6 минут. Важно листочки не передержать, иначе краситель начнет выгорать и потеряет красивый зеленый цвет. Готовые листочки легко выходят из формы. Если работать аккуратно, они не ломаются. Выпекаем следующую партию и делаем столько листочков, сколько нужно. Храним при комнатной температуре. Листочки получаются не только красивые, но еще и вкусные. Торт с глазурью охладился и будем нарезать его на пирожные и украшать. У меня получилось 7 порций. При желании вы можете торт оставить целым и весь покрыть его глазурью. Обратите внимание, какой красивый блеск у глазури. Декор я сделала минималистичный, чтобы сохранить идею торта-сказка, но подать его в современном формате. По цветам и форме легко считывается отсылка к классике. Конечно же, вы можете оформить пирожные по-своему, нанести декор по всей поверхности, добавить больше листочков, все на ваше усмотрение. Друзья, пирожные готовы. Если вы тоже любите классику и торт-сказка у вас ассоциируется с детством, вам точно понравится эта версия. Вкус остался узнаваемым и родным, а вот текстура стала современнее и интереснее. Получилась сказка на новый лад. Друзья, у меня на этом все. Очень надеюсь, что мой рецепт будет для вас полезным и вдохновит вас. Благодарю вас всех за внимание. До встречи в новых видео. Пока-пока.